Два имени снова тихо сотрясают мировой центр внимания. Без громких анонсов, без навязчивого продвижения. Только присутствие, влияние и тишина, которая говорит громче слов. Ким Тэх-йон и Чон Гук. Каждое их небольшое движение становится заголовком, потому что когда они возвращаются к фокусу, мир начинает слушать. Этот момент ощущается иначе, чем раньше. Он спокойнее, медленнее и более контролируемый. Тэх-йон больше не гонится за вниманием. Теперь внимание само следует за ним. Его образ отражает глубину, артистизм и тихий авторитет, присутствие, которое не нуждается в объяснениях. Тем временем Чон Гук стоит на важном перепутье. Он не спешит и не отступает. Каждый его шаг кажется продуманным и стратегическим. Фанаты чувствуют подготовку, а не выступление. Это не шум, это концентрация. Та самая, которая предшествует чему-то большому. Больше всего публику завораживает тишина. Никаких спойлеров, обещаний или сроков. Но обсуждения продолжают расти на всех платформах. Инсайдеры индустрии внимательно наблюдают, потому что их тишина никогда не бывает пустой. Обычно она означает переход. Аура Тэх-йона заметно изменилась. Более утонченная, избирательная, глобальная. Он уже не просто айдол, он культурная фигура. Мода, искусство и влияние переплетаются естественно. Он больше не следует трендам, он становится ориентиром. Чон Гук же, напротив, кажется заземленным, сильным, устойчивым и ментально собранным. Это спокойствие, выстроенное дисциплиной. Каждое его появление вызывает догадки, не из-за того, что он показывает, а из-за того, что он сдерживает. Фанаты больше не спрашивают, будет ли что-то, они спрашивают, когда, потому что закономерности формируются тихо, энергия меняется за кулисами, и история научила нас одному — тишина часто предшествует удару. Когда их имена снова появляются вместе, атмосфера меняется мгновенно, воспоминания возвращаются, ожидания растут, и одно имя звучит громче остальных — BTS — не как ностальгия, а как сигнал будущего. Речь не только о хайпе камбэка, это об эволюции, о росте, сформированном временем, давлением и дистанцией. То, что вернется, не будет прежним, оно будет острее, глубже и осознаннее. Новая эра, а не повторение. И потому вопрос остается без ответа. Это затишье перед бурей или фундамент чего-то большего? Тэх-йон и Чон Гук пока не говорят, но их тишина уже меняет пространство, и эта история далека от завершения. Со временем публика начинает понимать одну важную вещь. Этот этап не о скорости, он о направлении. И Тэх-йон и Чон Гук движутся с ощущением цели более тяжелым, чем раньше, не подгоняемые трендами, не отвлеченными шумом. Путь Тэх-йона, в частности, становится все более личным. Каждое появление наполнено намерением, каждый визуал рассказывает историю. Он выбирает моменты, а не постоянное присутствие, и тем самым создает любопытство вместо перенасыщения, редкий навык в современной индустрии развлечений. Люди часто забывают, как сильно время шимирует артиста. Дистанция обостряет перспективу, тишина углубляет идентичность. Теперь Тэх-йон несет спокойствие человека, который точно знает, кто он есть. Ему не нужно доказывать актуальность, он уже за пределами этого этапа. Эволюция Чон Гука движется в другом ритме, более внутренним, более дисциплинированным. Его энергия кажется устойчивой, а не взрывной, как у спортсмена перед большим возвращением. Он не дразнит будущим, он готовится к нему в тишине. Фанаты замечают разницу сразу. Меньше спонтанности, но больше контроля. Меньше экспозиции, но сильнее присутствие. Каждый небольшой знак становится значимым. Взгляд, посадка, короткий кадр. Ничто больше не кажется случайным. Сила этого этапа в контрасте. Они все еще молоды, но уже глубоко закалены. Все еще айдолы, но все более недосягаемы. Слава больше не ведет их.
Теперь они ведут свой собственный нарратив, и индустрия следует за ними. За кулисами ожидания нарастают, не из-за слухов, а из-за того, что история показывает, что дальше. Каждый раз, когда они уходят в тень, они возвращаются трансформированными, не громче, а сильнее, не знакомыми, а возвышенными. Разговор сместился с «когда будет камбэк» на «кем они станут дальше». И эта разница важна. Она говорит о зрелости, о росте за пределами промо-циклов, о долголетии. Когда их имена звучат рядом с BTS, это больше не ощущается как воспоминание. Это похоже на чертеж, на что-то, что еще формируется, на что-то, что ожидает правильного момента, не навязанное, не поспешное. Это этап, который зрители видят редко, тихая стадия строительства, где идентичность пересобирается, где направление уточняется, где прессинг превращается в ясность, а терпение становится силой. То, что будет дальше, может прийти не внезапно, но когда это случится, это будет ощущаться неизбежным, потому что каждый тихий момент до этого имел смысл, каждая тишина имела вес, каждое отсутствие имело значение, ничто не было напрасным. И потому для зрителей, фанатов и наблюдателей остается лишь осознанность, не нетерпение, не спекуляция, а понимание, что нечто развивается медленно, и этого стоит ждать. Эта глава не начинается с шума, она начинается с тишины, тишины, которая ощущается намеренной, выверенной и глубоко личной. Для Тэхьона и Чонгука эта тишина не отсутствие, это пространство, а пространство, использованное правильно, становится силой. Годами их жизни двигались в безостановочном темпе. Альбомы, туры, расписание без пауз. Каждый момент зафиксирован, каждое выражение проанализировано. Но теперь что-то меняется. Они больше не реагируют на инерцию, они управляют ею. Эволюция Тэхьона – первое, что замечают люди. В том, как он себя держит, появилась новая тяжесть. Меньше игривой спонтанности, больше осознанного присутствия. Его визуалы выглядят выверенными, почти кинематографичными. Каждое появление – фрагмент большей истории. Истории, которая раскрывается медленно, без объяснений. Этот Тэхьон больше не ищет одобрения. Он понимает ценность сдержанности. В индустрии, зависимой от постоянного присутствия, он выбирает избирательность, и именно это отделяет его от большинства. Это превращает любопытство в домант. Наблюдатели начинают замечать тонкую деталь. Тэхьона больше не формирует тренды, он сознательно выходит за их пределы. Модные дома, креативные директоры и артисты реагируют иначе, не восторгом, а уважением, тем самым, что испытывают к тем, кто задает направление. Путь Чонгука идет параллельно, но иначе. Его трансформация ощущается внутренней, а не визуальной. Он выглядит заземленным, сосредоточенным, почти предельно дисциплинированным. Исчезла беспокойная энергия постоянных выступлений. На ее месте терпение. А терпение всегда означает подготовку. В этом этапе в Чонгуке есть что-то от спортсмена, как будто он тренируется в тишине за закрытыми дверями, наращивает силу, которую еще не время показывать. Каждое редкое появление вызывает обсуждение не из-за зрелища, а из-за контроля. Фанаты чувствуют это сразу. Что-то удерживается не из страха, а из стратегии. Чонгук больше не проверяет свои пределы публично. Он уже знает, где они. Теперь он решает, когда их перейти. Их временные линии пересекаются интересным образом. Они движутся независимо, но с общим осознанием. Оба понимают вес ожиданий. Оба понимают, что значат их имена в глобальном масштабе. И оба не хотят тратить это влияние впустую. Ни на шум, ни на повторение. Публика часто не понимает тишину, ее путают с неуверенностью, но для артистов такого уровня тишина — это шлифовка, это место, где оттачивается идентичность, где убираются отвлекатели, где проясняется видение. Индустриальные разговоры отражают этот шифт. Вопрос больше не в том, когда вернуться, он стал другим, кем они станут дальше. И эта разница важна. Она говорит о зрелости, о росте за пределами промо-циклов, о долголетии.
Когда их имена звучат рядом с BTS, это больше не ощущается как воспоминание. Это похоже на чертеж, на что-то, что еще формируется, на что-то, что ожидает правильного момента. Не навязанное, не поспешное. Это этап, который зрители видят редко. Тихая стадия строительства, где идентичность пересобирается, где направление уточняется, где прессинг превращается в ясность, а терпение становится силой. То, что будет дальше, может прийти не внезапно, но когда это случится, это будет ощущаться неизбежным, потому что каждый тихий момент до этого имел смысл, каждая тишина имела вес, каждое отсутствие имело значение, ничто не было напрасным. И потому для зрителей, фанатов и наблюдателей остается лишь осознанность, не нетерпение, не спекуляция, а понимание, что нечто till I'm on top, yeah. You know I'm on